go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные наушники от компании Zigat, совместно выпущенные в коллаборации с магазином Hangout Audio и стоимостью $249. И приходят они в довольно крупной по габаритам коробке с очень приятным оформлением, где на лицевой части имеется изображение самих наушников, указано название этой модели, а именно Odyssey 2, присутствуют логотипы компании, а также здесь указана конфигурация используемых излучателей в этих наушниках. Ну а здесь уже указаны технические характеристики, и за воспроизведение низких частот в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм второго поколения с композитной биоцеллюлозной диафрагмой, а для средних частот уже используется сдвоенный арматурный излучатель Knowles 32873. Ну а за высокие частоты уже отвечает еще один арматурный излучатель Knowles 33518. Но чувствительность составляет 105 дБ, и они получили низкое сопротивление 20 Ом. Поэтому сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. Гарантийная карточка. Набор пенных и 2 набора силиконовых амбушюр. Ну и запасные сеточки для звуковода. Наушники довольно крупные, их корпуса выполнены из металла с использованием акрила для лицевых панелей с крайне приятным оформлением с логотипами компании. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин, который используется уже для подключения кабеля, и он идет вровень с корпусом. А тут рядом находится единственное отверстие для компенсации, защищенное металлической сеточкой. А вот уже на внутренней части указано название этой модели, есть маркировка канала и серийный номер моего экземпляра. Ну а звуковод у них металлический, имеет диаметр 6 мм и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой. Ну а сидят в ушах эти наушники так же отлично, как и все предыдущие модели компании Zigat. То есть никаких огромных изменений, конечно, тут нет. Так что если среди вас есть владельцы наушников Zigat Luna, Zigat Crescent и всех других Zigat'ов, за посадку этих наушников, ребята, вы можете не переживать. Да и со звукоизоляцией тут, как всегда, конечно же, полный порядок. К тому же мне нравится, что Zigat теперь к наушникам кладут модульный кабель и отличный выбор из различных силиконовых амбушюр. Ну а приобрести гибридные наушники Zigat Odyssey 2 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Linsol на AliExpress, либо на их официальном сайте linsol.com. Но все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Ну а вот так выглядит график частотных характеристик гибридных наушников Zigat Odyssey 2. Эти наушники имеют усиление низких частот на 10 дБ с слегка ранним переходом к области нижней середины и небольшим ее уплотнением. Но основной акцент в области верхней середины здесь четко приходится на 3 кГц, и он идет в паритете с моим таргетом. Да и высокие частоты тут, конечно, очень даже хороши. Они продолжительные и лишь плавно затухают после 15 кГц, что является хорошим результатом. И как вы понимаете, друзья, здесь мы имеем пример очень сбалансированного тюнинга с умеренно выделенным басом, без каких-либо лишних акцентов как в области верхней середины, так и уж тем более в области высоких частот. И это прям такая очень нейтральная и приглаженная и в какой-то степени аналогово теплая подача, которая лично мне нравится. Но сразу вам скажу, что ближе всего эти наушники по характеру напоминают мне Zigat Lush и Zigat Crescent, но уж точно не Zigat Luna, поскольку Luna обладали менее выраженными низкими частотами, а также звучали более прозрачно и воздушно на высоких и средних частотах, да и в целом уровень там был явно повыше, и играли они уже куда потехничнее. Ну и
стоят они, конечно, уже $379. Это тоже стоит учитывать. Поэтому давайте сейчас не будем терять время и лучше обсудим звучание наушников Zigat Odyssey 2 более подробно. Низкие частоты в наушниках Zigat Odyssey 2 обладают теплым, насыщенным и очень телесным характером. Из первого прослушивания сразу чувствуется, что бас у этих наушников достаточно выраженный и уверенный. Он, конечно, не басхедный, но очень ощутимый. Сабас уходит глубоко, дает ту самую основу, на которой строится уже вся музыка, и он не перегружает как-то вас и не превращается в какой-то гул, а наоборот он остается чистым и достаточно прозрачным в своей подаче. И именно эта глубина создает ощущение пространства и масштаба, когда трек уже звучит более широко и с хорошим фундаментом. А вот мидбас здесь панчевый, упругий и собранный, но очень плавный, и каждый удар барабана или басовой партии ощущается ясно и с телесной отдачей. Но важно, что при всей вот этой плотности он не звучит как-то безумно раздуто, как уже в более басхедных моделях. И это скорее такая по восприятию упругая энергия, которая добавляет ритму драйва и делает подачу уже более живой и подвижной. И ты слышишь акцент, и он всегда на своем месте, без грязи и какой-либо смазанности. Поскольку текстура у этого баса очень хорошая, он не однотонный, а именно такой разнообразный. И можно услышать, как бас играет по-разному, уже в зависимости от инструмента или записи. Где-то он как бы мягко накатывает, где-то подчеркивает детали, а иногда выдает такой четкий и собранный удар. И это делает прослушивание уже более интересным, и вам всегда есть, так скажем, за что зацепиться слухом. Но вот атака, конечно, чуть мягкая, не такая острая, как у Luna или Crescent, а скорее ближе именно к Zigat Lush, и это дает басу некоторую приятную плавность, без какой-либо там сухой резкости или излишней жесткости, но в то же время сохраняется здесь хорошая динамика и вот эта пробивная сила. То есть бас умеет быть и весомым, и аккуратным, и именно за счет этой подачи его можно слушать долго и не уставая. И в целом низкие частоты в Odyssey 2 это теплая, плотная и очень музыкальная основа. Саббас дает глубину и атмосферу, мидбас энергию и панч, а текстура раскрывает уже детали. Ну а мягкая атака делает все плавным и естественным. И в итоге бас звучит динамично и увлекательно, добавляет музыки, драйва и объема, и самое главное, что ты просто слушаешь и кайфуешь, и тебе по сути ничего не хочется менять. Ну а средние частоты в Zigat Odyssey 2 это про тепло, естественность и настоящую музыкальность. И здесь чувствуется та самая золотая середина, которая делает звук цельным и очень гармоничным. Вокал подается прям очень живо, будто исполнитель сейчас находится рядом с вами, а мужские голоса звучат уверенно, наполненно, с телесностью и глубиной. Ну а женские подаются прям очень мягко, плавно, но при этом звучат чисто и открыто. То есть здесь все в целом подается без намека на резкость или какую-то излишнюю энергию, как в более энергичных наушниках с Harman тюнингом. И именно поэтому середина здесь, ребята, воспринимается максимально комфортно, даже при длительном прослушивании на очень высокой громкости, что очень важно. И что особенно сразу цепляет, это ее тембральная достоверность. Гитара имеет правильную деревянную фактуру, слышно вибрацию струн, характерное послезвучие, а фортепиано в классике играет не как-то просто сухо, а с ощущением массы и живого инструмента. Ну а скрипки в оркестре не звенят, а звучат прям плавно и красиво, сохраняя ту самую необходимую им эмоциональную окраску. И даже уже какие-то электронные партии в середине ощущаются объемными и насыщенными, не превращаясь просто в плоский и непонятный набор звуков. И при этом безусловно радует, что эта середина не была перегружена именно излишним теплом. То есть баланс выдержан тут прям очень тонко и на грани. Да, характер у этих наушников теплый, но он не мутный и не затемненный. Есть и воздух, есть и ощущение пространства, и инструменты здесь не сливаются в одну массу. Наоборот, они читаются раздельно, каждый со своей фактурой и окраской, и в то же время все это складывается в единую и цельную картину. В общем, середина в Odyssey 2 это еще и про плавность. Здесь точно нету каких-то резких акцентов, которые могли бы сбить баланс. Все течет прям так очень ровно, музыкально, без провалов или всплесков. Но при этом эта середина не звучит скучно или излишне сухо, а наоборот она такая прям живая, динамичная и эмоционально вовлекающая. И в этом плане эти наушники мне нравятся точно больше, чем Zigat Lush. И в итоге средние частоты в Odyssey 2 это теплая, насыщенная и очень достоверная подача, которая делает музыку цельной и живой. Здесь нету ни утомления, ни искусственной окраски, а только естественные тембры, плавность и музыкальность. И это именно та середина, где хочется слушать вокал, акустику, джаз или инструментал часами весь день напролет. Ну а высокие частоты в Odyssey 2 это прозрелость, комфорт и правильный баланс. Здесь точно нету стремления
утомления бросаться в глаза или привлекать ваше внимание за счет излишней яркости, наоборот, верх звучит спокойно, детально и очень естественно. Из первых минут ты сразу понимаешь, что это та подача, которая не утомляет и позволяет тебе слушать музыку часами. И вот такой подход я реально очень одобряю, как фанат более нейтральных наушников. И как раз за счет этого детали на верхах раскрываются здесь очень аккуратно и ненавязчиво. То есть слышно послезвучие тарелок, дыхание пространства и легкие оттенки верхних обертонов. Но все это подается здесь очень плавно, без резких акцентов, как уже в более светлых моделях. И радует, что здесь нету ни сибилянтов, ни какого-либо арматурного звона или крикливости, которые часто уже портят впечатление от высоких частот. И вот здесь как раз и чувствуется вот эта зрелость, как будто инженеры при настройке сознательно убрали весь лишний блеск, оставив только то, что действительно нужно для музыкальности и максимального комфорта. Но несмотря на это, я отмечу, что верх тут не ощущается, так скажем, отрезанным или просто спрятанным, и как по мне он присутствует как раз в нужном объеме, чтобы музыка звучала уже более воздушно и свободно, да и сцена благодаря этому не казалась просто замкнутой, поскольку есть и хорошее ощущение пространства, воздуха и глубины, и при этом все детали как будто бы встроены в картину очень гармонично, ничего не выпирает и ничего не отвлекает. В общем, по характеру эти высокие частоты скорее плавные, чем агрессивные. Они раскрывают мелкие нюансы, но не делают акцент именно на техническом анализе. И это тот случай, когда ты слышишь фактуру тарелок или легкий блеск струн, но это звучит естественно и как будто вживую. И это качество, поверьте мне, очень редко встречается, поскольку обычно хорошая детальность и комфорт не идут вместе. Но Odyssey 2 справляется с этим прям отлично. И в итоге высокие частоты в этих наушниках получились зрелыми, плавными и достаточно детальными. Они создают воздух и простор, добавляют живости, но делают это очень ненавязчиво. Никакой резкости, никакой усталости, а только правильный естественный верх, который работает именно на музыку, а не на ваш вау-эффект. Это именно тот случай, когда слушаешь и думаешь, вот так и должны звучать высокие частоты. Аккуратно, красиво и без каких-либо перегибов. Но звуковая сцена в Odyssey 2 сразу удивляет своим масштабом и ощущением свободы. Это не тот случай, когда звук зажат где-то в голове, поскольку здесь пространство раскрывается широко, с хорошей глубиной и с правильным распределением планов. Музыка дышит, и ты чувствуешь, что у каждого инструмента есть свое место, своя дистанция и объем. И ширина сцены впечатляет. Инструменты здесь не наваливаются, так скажем, друг на друга, а располагаются с явным разделением. Гитары, клавиши, вокал, все звучит прям отдельно, при этом оставаясь как бы частью единой картины. И даже уже в более насыщенных аранжировках нету какого-то хаоса, а наоборот, структура сохраняется и можно легко следить за каждым элементом отдельно. Да и по глубине тут тоже все на хорошем уровне. Слышно, что есть передний план, где располагается вокал или солирующий инструмент, и задний план, а где уже работают атмосферные детали, реверберации, какие-то второстепенные партии, и это дает вам ощущение более лучшей трехмерности, когда звук строится не просто плоско в одну линию, а как бы уже слоями, и каждый слой при этом читается отчетливо. Но я считаю очень важно, что при всей вот этой широте и глубине здесь сохраняется еще точность позиционирования, и можно буквально закрыть глаза и указать, откуда звучит тот или иной инструмент, поскольку панорама прям очень ровная, без завалов, и все звучит очень естественно. И в итоге сцена в Odyssey 2 масштабная, трехмерная и детально проработанная. Есть ширина, глубина, высота, есть отличное разделение планов и инструментов. Музыка здесь не только звучит, а реально обволакивает, создавая эффект присутствия. В общем, это та самая сцена, где можно не просто слушать трек, а самому оказаться внутри него. Но вывод у меня получился такой: Zigguat Odyssey 2 это отличные гибридные наушники с максимально зрелым, сбалансированным и теплым характером. Бас здесь плотный, панчевый и динамичный, но при этом контролируемый и музыкальный. Он дает нужный фундамент и добавляет энергии, а середина натуральная, теплая и живая. Вокалы и инструменты звучат очень естественно и с правильной телесностью, без резкости и утомления. Ну а верх детальный, плавный и безумно комфортный. Он добавляет воздуха и легкости, но никогда не утомляет слух и не раздражает. Ну а сцена тут прям широкая, объемная и с реально отличным разделением инструментов и планов, благодаря чему музыка ощущается уже более живой и многослойной. И я пришел к выводу, что все диапазоны здесь словно сливаются в гармоничное целое, и ни один элемент не вырывается вперед, но все при этом звучит выразительно и очень эмоционально. И Odyssey 2 позволяет вам буквально полностью погрузиться в музыку,
музыку, наслаждаясь каждой деталью и ощущением пространства, создавая настоящее удовольствие от прослушивания. В общем, от себя я смело рекомендую эти гибридные наушники к покупке любителям такой подачи. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.